Лето в разгаре, и у нас море персиков и абрикосов. Всем привет! Вы на канале Cucino in Casa, и сегодня я готовлю абрикосовую галету. Для начала смешаю все сухие продукты: соль, сахар, муку и разрыхлитель. Теперь сюда добавляю мягкое сливочное масло, нарезанное кубиками. И все перетираю в мелкую крошку. Делаю это руками. Делаю это тщательно, чтобы не было больших комочков, чтобы получилась однородная такая рассыпчатая масса. Напишите мне в комментариях, любите ли вы абрикосы и готовили ли такую галету. Когда масло мягкое, то все легко, хорошо перетирается. Видите, получается такая рассыпчатая масса. Добавляю яйцо, перемешиваю и замешиваю мягкое тесто. Это буквально займет у вас 5 минут. Тесто получается очень мягкое. Заворачиваю в пленку и отправляю в морозилку. А сейчас делаю начинку. Мне понадобится мягкий творог, сахар и 1 желток. Ванилин обязательно добавлю. И крахмал. И все блендером до однородной массы перемешаю. Получится такая воздушная, вкусная творожная масса. Она придаст нашей галете такую сочность. Здесь я готовлю штрейзер, но это по желанию. Я посыплю им нашу галету. Масло, сахар и муку перетираю в крошку. Теперь займусь абрикосами. Предварительно я их хорошо помыла. Сейчас разрезаю на половинки, а затем половинки нарежу на мелкие дольки. Пишите в комментариях, из какой страны вы смотрите. Мне будет очень приятно и интересно. Абрикосы очень вкусные, и здесь было очень сложно сдерживать себя и не съесть половину абрикосов до того, как я приготовлю галету. Какие они вкусные. Половинки нарезаю на тонкие дольки, и именно в таком виде я буду выкладывать на галету. Я люблю, чтобы фруктов было всегда много, так галета получается очень сочной.
На этом этапе можно включать духовку на 180 градусов. Лист пергаментной бумаги посыпаю немного мукой, кладу тесто, сверху второй лист бумаги и раскатываю. Так намного проще и тесто не будет прилипать. У меня бумага прозрачная, поэтому я вижу, какой формы у меня получается тесто. Максимально раскатываю тонко, и у меня большой противень, то есть я примерно на этот размер раскатываю круг. Тесто мягкое, податливое. Вот такой у нас круг получился, тоненький пласт. И на серединку я выкладываю начинку из творога. Она такая, видите, воздушная, тоже очень вкусная. Примерно 7-8 сантиметров отступаю от края. Этого будет достаточно, чтобы завернуть края. Делаю это аккуратно, чтобы все было красиво, не только вкусно, но и красиво. И теперь выкладываю абрикосы, прямо вот видите, половинками. Делаю это осторожно, чтобы начинка не растеклась. Кто готовит вместе со мной сейчас, пишите в комментариях, что у вас получилось. Мне будет интересно узнать, как вам галета на вкус. Понравился ли вкус. На самом деле фрукты могут быть любыми. Сверху я посыпаю сахаром, совсем немного, и корицей. На кухне очень жарко, я сегодня очень много готовила, и тесто очень быстро нагрелось. Но я справилась с ним и достаточно аккуратно завернула края. У меня остался белок, поэтому я смазываю все белком. И посыпаю все штрейзером. На самом деле очень вкусно. Аромат корицы сводит меня с ума. Не знаю, насколько вы любите или нет. Это можно уже корректировать и не добавлять. Но мне очень нравится сочетание корицы и яблока и корицы с абрикосами. Отправляю в духовку 180 градусов и примерно 25-30 минут. Сегодня чаепитие будет очень вкусным. Я очень люблю зеленый чай. Она еще теплая и не стабилизировалась, поэтому немножко крошится. Но я не могу удержаться, хочу показать вам, что получилось. Галета получилась очень сочный, нежный, вкус ванили, абрикоса, легкий такой привкус корицы, сочетание сочной начинки и абрикоса — это не передать словами, это очень вкусно. Готовьте обязательно, можно готовить для гостей, для семьи.
Всем приятного аппетита, спасибо вам за лайк и подписку. До новых встреч!